Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за поддержку канала, за комментарии, лайки, подписки, за то, что делитесь своим сокровенным, своими историями со мной. Спасибо вам. Сегодня обещанная тема продолжение, кому вы нравитесь и почему. Предыдущий расклад набрал много просмотров, откликов, отзывов. Спасибо вам. Надеюсь, в этот раз он также будет актуален. Надеюсь, в этот раз сделаю сигнификацию. Может быть, большее количество девочек проиграется, считает себя, узнает себя по этой сигнификации. Может быть, даже узнают себя сегодня те, кому в прошлый раз не подошла сигнификация. Вот вы себя не узнали. Надеюсь, он будет вам полезен, интересен, этот расклад. Кто еще не подписался на канал, пожалуйста, подпишитесь. Не стесняйтесь, ставьте лайк. Спасибо. Итак, кому вы нравитесь и почему? Для начала я делаю ту самую сигнификацию. Если резонирует, значит есть смысл смотреть дальше до конца. Один вариант. Итак, какая девочка пришла ко мне сегодня на расклад? Какая вы? Ух ты, ё-моё! Что у нас тут сразу вампиры какие-то? Боже мой. Ух, ничего себе карты. По вот этим картам мне идет как будто бы женщина, которая задолбалась, по-другому не скажу. Но тут даже более того, уставшая, замученная, от боли кричит. Потому что какие-то вампиры ее то ли терзают, то ли находят постоянно к ней какой-то путь, дорожку протоптали. Состояние, мягко говоря, не особо устойчивое, да, вот этой карте. Тут, видите, сидит такая барышня, красотка, сидит на этой жердочке. Ну, это же не жердочка, это какая-то как веревочка тоненькая, да, и тут в любой момент эти вороны взлетят и куда-то упорхнут они, да, и полетят, они крылья расправят и улетят. А вот эта девушка, она, как это правильно сказать, шандарахнется, упадет вниз. Что-то тут такой странный сегодня. Ох, слава богу. Я к тому же, это как-то мне женщину показали, которую я знаю, в том плане, что каждый раз на сигнификацию 99, наверное, процентов выходит эта карта. Это ваша карта, вопрошающий. Я ее называю муза, яркая, вдохновляющая женщина, с которой пример берут, где-то ориентируются на вас, где-то подглядывают за вами, смотрят, как вы можете там, не знаю, кто-то компоновать элементы этого же гардероба, себя вот так вот как-то, в мир нести, да, но это внешний атрибут, а так вообще харизма, шарм ваш, энергетика тут самое такое основное. Где-то могут даже женщины подсматривать за вами, как вы там умеете флиртовать, как-то выстраивать, не то что там, не буду говорить, что надо долго выстраивать отношения, но вот как-то вы умеете быть обаятельной, и оно у вас искренне получается. Скорее всего, вы даже толком ничего для этого не делаете. Оно как-то идет у вас от сердца, порывы души, вот как-то так. Талантливая девочка по этой карте проходит. Тут яркая. Посмотрите, какие тут карты серые. Тут вампиры, это боль. Вот эта карта уставшая, замученная. Где-то женщина может быть замучена. Я могу, конечно, поприкалываться. Бытом, бытовуха заела. Но тут больше другой подтекст. Тут как будто бы люди устали от людей, которые являются потребителями, которые от вас что-то постоянно хотят. Но я буду тут докладывать сейчас. А вот тут она, смотрите, какая яркая в сравнении с этими. Тут вы, я же говорю, как какая-то жар-птица прям. Опять-таки женщина, для которой очень важно выходить в свет, вот эту вот какую-то яркость жизни иметь, или хотя бы претендовать на нее, хотя бы пытаться ее как-то выстроить. Вот для вас очень важно где-то там, может, с подружками прогуляться, платьюшко какое-то новое выгулять, уж не знаю, может быть, бижутерия, ювелирка, духи даже какие-то новые приобрести. Вот что-то тут такое вот. Женщина, тут вас запереть в 4 стенах, я не знаю, мне кажется, точно с этого ничего хорошего не получится. И сами, не то что там зачахнете,
Ну, тут, скорее всего, такая женщина, что она этот дом развалит и рано или поздно вырвется из этого, ну, из этих 4 стен. Я имею в виду, как будто бы тут прям это преступление, вот такую яркую женщину закрывать вот в 4 стенах, в принципе, да, и ограничивать не то, что там свободу самовыражения, свободу, может быть, на реализацию какую-то, вот тут в общение в социуме, коммуникация, вот это вот ваше. Понятно, что мы все рано или поздно, бывают такие периоды, когда мы устаем, там нам хотелось бы вот даже по карте отшельник, да, где-то можем отстраняться и говорить: ой, оставьте меня в покое, я уже так вас наслушалась, насмотрелась, дайте мне побыть в одиночестве. Это у всех такие бывают периоды, но тут в общем, как будто бы вот ваша вот такая энергетика, понятно, она манкая, понятно же, вы являетесь этим лакомым кусочком, может быть, как спасатель для многих, может быть, как карманный психолог, может быть, элементарно, как какая-то личность, которая заряжает всех оптимизмом, как-то поднимает настроение. Вот тут такой, как женщина-праздник. Так, какая вы еще? Ох, конечно, кто бы сомневался. Темпераментная, страстная женщина, которая познала где-то, не буду тут говорить громкие фразы про любовь, но, может быть, раскрылась вот в сексуальном плане, знает себя уже, знает, что она умеет быть вот такой вот какой-то темпераментной, яркой, привлекательной, страстной. Может быть, рядом с каким-то мужчином произошла такая метаморфоза, да, изменения вот эти вот самые. То есть вы сами себя не ощущаете этой серой мышкой. Понятно, я повторюсь, у всех бывают периоды разные, странные периоды, и когда хотелось бы, чтобы жизнь по-другому складывалась, или люди проявлялись как-то по-другому, по-иному. Но вы знаете, что вы можете быть вот такой вот, хотите сказать, страстной штучкой какой-то такой, да, огненной. Скорее всего, хотел сказать, как в анамнезе у больного, да, это юмор у меня такой, извините, но в анамнезе у вас уже были вот такие переживания, где, может быть, накрывало, вот как страсть это. Тут это все о страсти, вот это вот тут какое-то влечение. А может, у кого-то даже, ну, не буду тут прям вот эти созависимости, нет, не буду. Но тут такие какие-то эмоции, когда вот крышу сносит, когда вот ты не можешь это контролировать. И ты понимаешь, я попала. Такое что-то мне. Ну, как будто бы вы это все прожили, как минимум. Вы понимаете, о чем я говорю. А есть же женщины, которые этого в жизни никогда не испытывали. Оно им и не нужно. Они говорят: а мне это не нужно, зачем? У них там другие и ценности, и как будто бы вот, ну, вообще их ничего не колышет. Ну, а тут у вас, я не могу сказать, что для вас это там на первом месте, но это в вашей жизни было. По крайней мере, вы умеете вот это вот так чувствовать, ощущать, себя такое ощущать. Ну, и вас такой видят. Тут вообще какая-то такая женщина, вот сочетание вот этих карт. Понятно, что какой-то такой типаж, знаете, вы очень лакомый кусочек, я вам скажу, это для многих мужчин, которые, кстати, не женаты. Архетип любовницы, такая и ухоженная, и красивая, яркая, и как глянете, то прям можете так, да, невербально такие какие-то, не то, что там вы будете флиртовать и посылать какие-то там, знаете, как это, импульсы, да, и флюиды. Само собой получается какой-то взгляд из-под этих ресниц, и тут мужчина понимает: очень интересно. Так, может быть, думает: ой, а такого у меня давно не было, или вообще у меня такой женщины не было. Так, ладно, увлеклась я, извините. Давайте посмотрим все-таки, что это за вампиры. Так, чтобы было интересно, для чистоты эксперимента. Это вы вампир в этом раскладе? Это какие-то люди вас окружают, вампиры? О чем это? Это вы вампир? Ух ты, ё-моё! А что это, змея у нас? Это что? Ух ты, ё-моё! А что это такое у нас? Это такое, как будто бы... Сейчас. Это вы себе ищете постоянно эти приключения на 5-ю точку. Работа. Не поняла. О чем вампиры? Это вы? Девочки, вот эта карта — это искушение. Змея — искушение. Это как соблазн, искушение. Какие-то люди, которые для вас являются вот этим лакомым кусочком. Понимаете, в чем тут дело? Вы, может, вот какая-то то ли у вас, тут может быть даже привязанность. Вот вам поставь там перед вами, ну, не буду тут какие-то эти шаблоны применять, ну, допустим, там 10 мужчин, да? Из них там будут какие-то
порядочные мужчины. В каком плане? В том плане, что готовы для серьезных отношений, как-то будут проявляться к вам. В принципе, если по полочкам разобраться, идеальный может быть ваш какой-то партнер. Партнер, который будет закрывать ваши потребности, по большому счету. Мне такое ощущение, что вам будет с такими людьми скучно. Вы почему-то, по какой-то причине их то ли отвергнете, то ли пройдете, не заметите. А выберете какого-то вот такого мужчину. Надеюсь, это в прошлом все-таки, да? Ну, я так надеюсь, потому что это все-таки карта как будто бы в прошлом. Ну, вот почему-то для вас, видать, это какой-то вот, то ли гештальт этот не закрыт, извините, потому что часто это слово употребляют уже все, кому не лень, уже смешно даже. Но правда, как будто бы, может быть, какой-то типаж в прошлом мужчины. У вас не сложились отношения так, как вам хотела. И где-то у вас как такая галочка есть, вот где-то вы подсознательно можете выбирать какой-то типаж мужчины для того, чтобы в настоящем даже отыграть эту историю для себя и вот сказать себе: я это позволила, я это прожила. Ну, у кого-то такое может проявиться, а кому-то в принципе вот какие-то, может быть, такой тут. На самом деле мужчина, что вот смотрите, вот так вот, если смотреть вот так сверху, мужчина тут привлекательный, ну, нормальный, по крайней мере, привлекательный, еще улыбается, вампирушка, харизматичная. А под низом, если глянуть, вот эта картина, мне так она нравится. Тут типа симпатичный, обаятельный, а тут вот под этим воротником скрываются вот эти зубы в 3 ряда или во сколько тут, как у акулы какой-то. То есть перемелет он так улыбаючись вам и прокусит горлышко. Ну, как-то так. То есть использует и пойдет дальше, переступит. То есть такие мужчины для вас являются вот соблазном, искушением. Вот вы можете, как эта бабочка, на огонь лететь, вот и эти крылышки периодически опаливать. Потому что почему-то таких выбираете. Вот они для вас являются привлекательными. У кого-то это рабочие могут быть отношения, опять-таки, знаете, знакомитесь, общаетесь, вроде ничего не предвещало, по работе у кого-то, а потом страсть, огонь. Не говорю любовь, вот почему-то тут страсть, огонь. Вам вот, может быть, с такими какими-то мужчинами интересно, может, вы сами отчасти можете проигрываться, как человек, который, ну, если тут страсть, темперамент, вам интересно, они как будто бы вот такие вот, как-то у вас вызывают какие-то такие эмоции нестандартные. Опять-таки, и показано на этих людей, что это как крест, как ваш, как наказание. Извините, мне на самом деле не смешно, это как смех сквозь слезы. Потому что тут больно. Потому что вот в коммуникациях с такими людьми рано или поздно вы испытываете боль. В прошлом тут женщина прям кричала от боли. Может, это ночью в подушку там кричали, никто не услышал, и слезки эти глотали. И тут показана женщина, которая уже устала. Она красивая, да, но эта карта называется усталость, измождение. Может быть, даже из-за того, что вот эти программки, они как повторяются, как бегущие по граблям, на одни и те же грабли. Не обязательно даже тут внешне один и тот же типаж мужчин. Тут как будто бы мужчина, который, скорее всего, вот любит себя, выбирает себя и больше берет от женщины, чем дает. Потребитель. Вот почему-то вот мне так показано, как будто бы это где-то ваш крест. Может быть, урок, который вы должны пройти, наконец-то уже пройти. Но вот вас показывают вот этой вот женщиной, которая то ли в силу того, что не до конца она где-то проработала вот эти вот установочки, у кого-то это элементарно родительские какие-то программки. Это о чем? Это о том, что там, может, бабушка, там, дедушку вашего там на пьедестал как ставила. Еще же времена такие были, да, у многих это отыграется, как послевоенные, там, если бабушки, дедушки, то мужчин было мало, и, как правило, многие женщины пылинки с этих мужчин сдували. У кого-то мамы, опять-таки, жертвенные какие-то позиции занимали, да, могли и на 2-3 работах, там, извините, вкалывать, приходить домой еще всю домашнюю работу переделать, и детки на них. А мужчины очень часто, я не говорю, что тут мужчины плохие, нет, спаси Господи, я просто делаю такой акцент, что вы почему-то, вам встречаются, допустим, и классные, и хорошие, с которыми вы действительно могли бы строить прочные отношения, и мужчины прекрасные. А вы почему-то смотрите или цепляют вас, вот как триггер какой-то, вот что-то, может, в прошлом не закрытое, повторюсь. Или они напоминают вам, может быть, кого-то вот из вашего детства, опять-таки, как вот, ну, какой-то архетип такой вот. И вас к таким тянет.
Они, соответственно, такие ничего хорошего они не дают, не несут. Может сразу там создавать картинку, что о, да, мне такой нужен, и все, можете тут сами себе придумать, что вот классно. А потом показано, что усталость. Усталость от этого выбора, усталость от того, что вот, понятно, что ни к чему оно хорошему все не приводит. Я тут отчасти пытаюсь вам сказать, что у кого-то, девочки, ну не стоит перекладывать ответственность полностью. Вот он такой мужчина, какой он есть. Просто другое дело, что кому-то не хватает опыта разглядеть вот эти вот эти клыки, вот эти вот, да, вот эти 3 ряда этих зубов. У кого-то какие-то розовые очки, детскость какая-то, когда мы думаем, надеемся, вот я его переделаю. И вот да, вот с той женой он там, с первой, со второй, он, да, он там не старался, и он там не вкладывался, не в том плане, что материально, у кого-то и материально, а в принципе, временной ресурс, уважение, там, забота. Нет, он такого не давал, он сам по себе там где-то такой пользовался. А мы надеемся, что вот именно мы станем той королевишной, вот ради которой вот такое вот чудо такое расчудесное, оно изменится. Говорю, у каждого разное. Но у многих эти какие-то установочки с детства даже. Показана женщина, которая, я говорю, красивая, но как будто бы сама себя, как ягненка на заклание какое-то вот приносит на какой-то алтарь, я уже не знаю. А ради чего? Точно не ради себя. Ну, такое вот. Ну, вот почему вы при этом потенциал какой, красивая, яркая, энергетика, интересная для многих. У вас такой огненная штучка еще, ну, если можно так сказать, не обижайтесь. Страстный такой. Понимают, что там вы не холодная. Может быть, даже вы сознательно можете скрывать это все, а это же все равно считывается. Ну, как-то в глазах, может быть, даже походка. Вот это все считывается, когда женщина такая ледяная. А тут мне такая мужчина на вас смотрит, прям желание так ручку протянуть, хоть дотронуться к вам. Ну, это мои такие ощущения, я не знаю. И это не о красоте, это не о стандартах красоты. Это вот оно либо есть, либо этого нет. Энергетика. Почему у вас такое состояние непонятное, как будто бы, может, кто-то это все и прорабатывает, и понимает уже, как это, пытается разложить по полочкам. Может, кто-то и психолога посещал, кто-то, может быть, психологией начал увлекаться, да, у кого-то эти расклады. Вот неустойчивое положение, может быть, потому что как бы мысли есть, идеи есть, но это в любой момент типа появится кто-то похожий, и это может опять пойти, да, как это, коту под хвост все полететь. Выбор будет сделан опять в сторону очередного вот такого. У кого-то так может тоже проиграться. Давайте я посмотрю, о чем это. Почему неустойчивое какое-то положение у вас? Да. Ваш. В чем это? Ну, может, нужно и так прочитать, как я сказала. Потому что у многих девочек, к сожалению, карта дом и карта лед. Отношения в доме с... Ну, если это семья, это супруг, какой-то стабильный мужчина. Не буду говорить, что испорчено, но лед, охлаждение. Где-то может быть... Ну, где-то опять вот такое вот усталость хроническая у вас, может быть. И уже вы не особо верите, что отношения как-то перейдут в какую-то фазу, в другую, иную, или их там спасти можно. Ну, какой-то вот, может, не чувствуете вот страстная, да, тут такая вот женщина, которая важно где-то вот эти эмоции переживать, чувствовать. Может быть, кто-то, кому-то это уже болезненно, но вообще-то этот огонек, он у вас есть. А тут как будто бы дома этого уже нет. Элементарно, как будто бы многие могут не хотеть, извините, как есть. Ну, жизнь все взрослая, не хотеть мужчину своего. Вот именно потому что даже я сразу как женщина, вот так, как адвокат говорю, потому что тут усталость почему-то. Тупо задолбались вы уже от бытовухи, от чего-то, какой-то ответственности. Ладно, не буду с этой больной на здоровую голову переносить. Ну, мне тут так как-то идет. Охлаждение в доме, может быть, чувства где-то подрастерялись, если можно так сказать. Накала страстей нет. Ладно, у кого-то тут элементарно вы задумались
над тем, что хватит уже от этой энергии кормить, хватит шансы давать, хватит вкладываться. Ну, не буду говорить, что тут прям в мужчину, хотя тут мужчин показано, ну, в людей каких-то, которые вам ни хрена, извините, не дают, больше как будто потребляют вас. Вот история о высшем я. А вас, как будто бы, может быть, вы задумались, что лучше я больше времени себе уделю, может, я где-то там книгу прочту, вместо того, чтобы там бежать на помощь непонятно кому, непонятно ради чего. Где-то в парке прогуляюсь с лучшей подругой, да, чем я буду там закрывать чьи-то потребности человека, который меня не ценит и не уважает. Отшельник сознательно мне так идет, как будто бы вы можете, вот высшее я, отшельник, это как мудрость к вам приходит, вот в таком виде, вот почему-то так, через вот эти вот какие-то переживания, вот почему неустойчивая, потому что мудрость, она приходит, идет, но не до конца доходит, да. Ладно, шучу. И вот мне тут прям показано, по карте Арлекин это нестандартное проявление, это какое-то что-то нестандартное, может быть новое, какое-то не то, что неадекватное, а вот нетрадиционное. Сейчас объясню. И тут карта зелья и карта медведь. Это прям то, о чем я говорила. Вы можете понимать уже, что да, вот с таким типажом я не буду счастлива. На самом деле, первое время восхищение какое-то, там опять-таки, может быть, мужчина так себя ведет, ну, таким, знаете, альфа-самцом, это привлекает, но тут же, как будто бы вы уже понимаете, что с таким построить серьезные, стабильные отношения будет очень трудно. На самом деле ваши потребности, они остаются незакрытыми. И вы понимаете, что вам нужно по карте Медведь мужчина серьезный, стабильный, который будет вкладываться. И время уделять, внимание, и материально будет вкладываться. Тут тоже такой подтекст по этой карте Медведь. Серьезный, стабильный. Но вот тут как будто бы вот понимание этого приходит по отшельнику. Но между вот этими картами, отшельники, это карта Медведь, стоит карта Арлекин. Тут говорит, и тут карта Зелья. Это говорит о том, что почему неустойчивое положение, потому что могут в вашей жизни появляться даже неожиданно из ниоткуда какие-то персонажи, которые, ну, не обязательно прям в полной мере вот такие вампиры, но они как-то могут настолько, опять-таки, быть искушением каким-то для вас, вот какую-то вот не вписываться в картину вот мира, вот, или в картину того, что вот как вы там воспринимаете мужчин. Они как могут вас с пути истинного сбивать. Вот по этой карте Арлекин это что-то нестандартное. Нестандартная ситуация, нестандартное какое-то проявление мужчины. Может, какой-то такой яркий, интересный, он вас может задеть. То чуть ли никак, не буду говорить там любовь с первого взгляда, но интерес вот к себе привлекает. Вот, может быть, такого встретите сейчас. Все понимаете, особо как бы чувств, эмоций каких-то и не испытываете. А вот непонятно, что-то такое чудное, извините, ну, какой-то мужчина очень непонятный для вас, яркий, может быть, где-то раскованный, где-то такой какой-то, не буду говорить плохой, просто он как будто бы вот нестандартный какой-то вот даже появится. И вы можете, ну, некрасивое слово скажу, даже организм повестись, ну вот можете на что-то такое опять польститься. Польститься, обольститься, а потом вот эта фраза, не надо это очаровываться для того, чтобы не пришлось разочаровываться, потому что тут карта зелья, это не истинная любовь, это не вино любви, этот кубок на самом деле там это суррогат, это подделка, зелье, туман, дурман, вот эти вот первые какие-то там эйфория, эмоции рассеиваются, вы понимаете, что там какая там любовь, это вообще не знаю, что на меня нашло. И как будто бы я была под чем-то, под какими-то чарами, да, воздействием, влиянием, вот, карта зелья, это как ядовитая любовь. Опять я на голову, на пятую точку нашла приключение. Вот где он встретился мне? Нет же, чтобы обращать внимание на вот таких. Я же знаю, уже понимаю, я же опытная уже. Ну ладно. Вот как-то так мне почему-то. Вот поэтому вот вас показывают женщины, которые как-то неустойчиво сидит на этой жердочки, не жердочки, ну, в общем, вы поняли. Аккуратно, девочки. Ну, если себя узнали, срезонировало, есть смысл смотреть дальше. Итак, кому вы нравитесь и почему? Кому... Так, а что-то мне перевернуть захотелось, но я не перевернула. Так, кому вы нравитесь, почему вы нравитесь этому человеку, этим людям, может, группе лиц, да? Кому вы нравитесь?
Почему вы нравитесь? Кому вы нравитесь? Почему вы нравитесь? Кому вы нравитесь? Почему вы нравитесь? И кому вы нравитесь? И почему вы нравитесь? Кому вы нравитесь? И почему вы нравитесь? Так, кому вы нравитесь? Ой, боже мой, кого? Что ж это за слезки? Тут какого-то ребенка обидели. Ну, ребенок это я утрированно. Тут, видите, тут изображен ребенок, человек, который говорит, да, меня незаслуженно обидели. Ну ладно, заслуженно, незаслуженно, это уже другой вопрос. Вот тут слезки какие-то катятся. Ой, ух ты, он, ё-моё. Ух ты, ё-моё. Сейчас я вам расскажу. Сейчас я вам расскажу. Так, на прямых работаем. Угу. Ну вот, я только хотела сказать, очень похоже на мужчину. В последней вышла карта рыцарь, мужчина. Скорее, очень похоже рыцарь на рыцарь мечей. То есть мечом же все-таки скачет, да? Так, ну давайте. Я не буду тут прямо говорить, что мужчина какой-то такой. Какой-то такой. Он тут такой может быть разный. Начнем с того, интеллект. Все в порядке у мужчины с интеллектом. Где-то может быть холодным, рассудительным, аналитический ум. На работе может принимать обдуманные, какие-то взвешенные, как это сказать, поступки совершать, да, и решения принимать, если можно так сказать. Но вообще может быть довольно-таки агрессивным. Кстати, почему-то мне идет так, кто-то может увлекаться единоборствами, мне так идет, не знаю. Для него нормально, это норма, конкурентная борьба, где-то отстаивание своей территории, что-то вот это доказывать. Не очень мирный характер, вот так вот хочу сказать. У кого-то любитель вот этого оружия, вот такое что-то какое-то мужское такое есть в нем. И я повторюсь, он с мужчинами привык где-то вот постоянно какие-то вот такие вот вопросы решать. В тени не будет оставаться, может даже сам какую-то провокационную какую-то позицию занимать, постоянно вот себе на эту пятую точку находит приключений. Ну, кстати, карьеру может строить, все нормально, оно не мешает. Такой, может жесткий быть такой человек. Ну, не мужлан, нет, вот, я не могу до конца эту мысль эту довести, как будто бы мужчина где-то не чурается даже каких-то, может быть, резких каких-то поступков, каких-то выводы даже. Ну, тут насчет выводов нет. Ну, он в этом даже какой-то привлекательный, харизматичный, вот, мужественный, его так считывают. Вот такой. Так, опять-таки, этот мужчина в прошлом, первая карта мне показалась, что очень много боли, разочарования. Ну, не буду говорить в прямом смысле слезы лил, нет, не хочу это так прямо обобщать, утрировать. Ну, тут, видите, личико такое, и слезки текут по детскому личику. То есть где-то он какую-то ситуацию в прошлом принял настолько болезненно для себя, прямо вот как по-живому, да, где-то как у нас внутри у каждого этот живет внутренний ребенок. Так вот тут какая-то ситуация, которая его действительно, вот пафосно скажу, струны его души задела, его как маленького ребенка, где-то боль ему принесло. И после этой ситуации какой-то он заморозил свое сердце. Показано, он сознательно замораживает свое сердце. Он говорит, я не хочу больше эту боль испытывать, я не хочу эту боль пускать в свое сердце. Лучше я буду вот, ну, где-то с этим как хрустальным сердцем, где-то ледяным. Сознательно человек отказывается испытывать эмоции, потому что они за собой влекут, в его понимании, подсознание, боль. Карта, сейчас тут депрессия у него, это было ощущение такое, ему хотелось как в коконе запрятаться, спрятаться,
м, такое. Отчасти может быть и таким агрессивным быть, потому что где-то не хватает, не буду говорить, что там любви, добра, света не хватает. Ну, вот что-то как будто бы ему важно отстаивать свое место под солнцем, доказывать, что он это заслуживает, он по праву там какой-то, если он занимает должность, если там что-то у него какие-то там планы, ему очень важно вот доказывать это все. Где-то он эту энергию, скорее всего, вот какую-то вот он направляет тут не в сторону, даже не семьи, если он семейный. Тут об этом нет. Тут как будто бы любовная сфера, вот эмоциональная эта сфера, да, как-то она вообще то ли отсутствует, то ли он сам сознательно это все закрывает. Все больше как о работе, потому что тут мечи, вот какие-то проекты свои. Это он в депрессии. О чем? Почем тут депрессия? Ну почему депрессия? Потому что, вот смотрите, при этом человека показывали сильным. Рядом карта, вот часто сила, тут женщина изображена, которая приручает не просто льва, ну как на стандартных картах, а это приручает дракона какого-то. То есть очень сильная женщина. Потому что у него в свое время были какие-то мечты, тут иллюзии больше. Это как не сложившаяся какая-то, то ли любовь, влюбленность, ожидания какие-то его, они не оправдались. Иллюзии разбились его, как это говорят, как розовые очечки разбиваются внутрь стеклышками, да, вот, больно было, отторжение, иллюзия. В один момент могло все как-то разрушиться. И при этом женщина на него оказала очень сильное влияние. Но это, говорят, уже какое-то время прошло. Это не вот, это не сейчас. Это уже давно, ну, можно так сказать, прошло время. Опять-таки, человек какой? Так, это он. Это и... Ой. И у него ощущение, что им какая-то ведьма пыталась манипулировать, потому что тут карта, вот эта вот Манари, тут как Мальвина, он пытается тут строить, да, управлять, манипулировать этим Пиноккио, Буратино. Как будто бы, вот у него такое ощущение, как будто бы какая-то женщина по карте ведьмы, ведающая, обладающая тайными знаниями, увлекающаяся эзотерикой, может быть, увлекающаяся психологией. Женщина как-то нестандартно, у которой нестандартный взгляд на мир какой-то, может, философский какой-то взгляд, вот такое вот видение мира. Вот почему-то вот мне так это идет. Опять-таки, ему кажется, она пыталась его приручить, пыталась его подчинить, пыталась, это ему так кажется, пыталась, ну, манипулировать им, заставляла, типа, по своим правилам как-то жить. Вот как-то мне почему-то так кажется. При этом он, может быть, интересуется этой женщиной по карте письмо, какие-то новости о ней пытается узнавать, ну, такое. Так, мужчина, кстати, он может быть не свободен, тоже по вот этой карте медведь, несет ответственность за что-то, за кого-то, может быть, семья, там, какой-то бизнес уже, что-то созданное. Вот такое вот как-то. При этом мужчина, который для него очень важна реализация в социуме. Карта сад в социуме, карта звезда. Это у него там цель где-то блистать, может быть, достичь, как не может быть, а 100%, достичь каких-то высот. Тут, может быть, своей там сфере там, деятельности, да, если он там, не знаю, программист какой-то, то он не хотел бы быть среднестатистическим каким-то программистом. Ну и тут у кого-то проиграется, но скорее всего тут такой склад характера. У кого-то может проиграться, кстати, военный, полиция, опять-таки тут, кстати, доктор какой-то может проиграться. Вообще как с холодным металлом что-то вот такое человек может быть как вариант. Но тут еще другое, я повторюсь, то есть если он программист, то вот, пример приведу, то ему нужно, чтобы он был там лучше в своей там вот, сфере деятельности. Если он там, уж не знаю, какую-то, сейчас сравнение. Ой, хорошо, если он доктор, допустим, там, нейрохирург, да, какой-то там, то ему важно быть не каким-то там второстепенным или среднестатистическим, ему важно быть там опять-таки первым, в первых рядах
на него там, с него брали пример, на него ориентировались, вплоть до того, чтобы там цитировали его, там приводили в пример его там какие-то то ли работы. Ну вот тут что-то такое, вот какие-то достижения вот в социуме, доказать, показать. У кого-то, кстати, может был период, тут у меня показан любовный треугольник, то есть если он не свободен, то наличие могло быть второй женщины в его жизни, или же ну, женщина какая-то в его жизнь вошла, в которой тоже могла быть не свободна. У нее, то есть, был мужчина. Ну, то есть, не свободная женщина в его жизнь могла появиться. И по мне такой подтекст, что мужчина пытался, не буду говорить, что прям забыться в вине, да, в алкоголе. Но вот почему-то сочетание вот это треугольники, алкоголь, у кого-то может, ну, кто-то, понятно, любит веселые компании, застолья, там, тут такое. Но вот так вот мне сочетание. И алкоголь, треугольник, противоядие, и рыцарь. Это вполне... И тут сверху карта вот эта сила, женщина, которая дракона приручает. Мне почему-то такое идет, вот считывается, как будто мужчина оказался не готов к тому, что в его жизнь придет эта женщина, какая-то женщина, которая сможет, ну где-то, ну не буду говорить, что тут как дракона подчиняет, мягкостью своей какой-то, ну, не готов он, может быть, был к тому, что он там влюбился, привязался, что какие-то такие эмоции он может испытывать. Он даже как будто бы не ожидал этого. И вследствие, если вот треугольник там не получились отношения, или он понимал, что ну невозможно они, ну вот какие-то но, мог, да, периоды какие-то где-то пытаться как заглушить эту боль в алкоголе, противоядие искал от любви, от влюбленности. Может, разрешение какое-то, хотя и где-то показано, что даже может быть агрессивным. Из-за чего? Из-за того, что не получается. Хоть ищи, хоть не ищи, но алкоголем точно не вылечишь больное сердце. А к инфаркту можно стать ближе, да, на один шаг. Так, ладно, шучу. Юмор у меня такой черный. Ну, депрессия. Такие карты показаны, что, ну, сами понимаете, что это все очень серьезно. Вот так болезненно для мужчины прошло. Что тут не какой-то там сухой этот пень, как это говорят, да, или как будто. Он это сердечко то заморозил, но, девочки, оно как-то так все, мне кажется, периодически оно у него болит и дает о себе знать. И говорит, сердечко ему говорит, может быть, ты там что хочешь придумывать, что ты там кого-то не любишь, что ты там ничего не испытываешь, но я-то это все чувствую. Ну, как будто пытается, знаете, контролировать мозгами эмоции, которые он все равно где-то их испытывает. Ну, старается так. Нет, вам показалось. Так, ладно. Ну, все-таки, девочки, да чуть как в прошлом. Эта история как будто бы уже где-то или прожили, ну, или это уже было. Ну, вот как-то так. Мне тоже это так считывается. Так, давайте посмотрим. Вы нравитесь этому мужчине. А почему вы ему нравитесь? Ну, вот ответ вам. Вот эта карта ваша, на вашу сигнификацию выходила. Девочки, те же карты, которые на вашу сигнификацию выходили. Сейчас уже заговариваюсь. Потому что тут мне прям как в песню в какую-то. Потому что все равно все дороги лежат к тебе. Вот все мои мысли в тебе, о тебе. Вот эти мосты. Вот какие-то, может быть, там ну, сердце замораживает, а вот эти дорожки, он, может, мысленно протаптывает планы. Это карта вообще планов. Когда человек даже не один там план разрабатывает, план Барбаросса, как это все воплотить, а еще и запасной, еще и второй план. Вот к вам, потому что ярко, харизматично, это я все говорила уже, темпераментная, страстная. Возможно, и в нем в эту страсть разбудили. Он рядом с вами чувствовал себя таким вот альфа-самцом. Тут же не зря двое на этой карте изображены. Женщина привлекательная. Не хочу все к сексу сводить, потому что сочетание этих карт это не сколько о сексе, это как тяга, это что-то такое непросто, в общем, это есть. Ладно, мне так хотелось бы это читать. Вот, знание, интересно. Интересно. Сейчас я вам расскажу, почему этот человек, хотел сказать, ух ты, какие карты, ух, страшно. Почему он, хотел сказать, заболел вами, ладно. Почему вы нравитесь этому человеку? Почему вы ему нравитесь?
Потому что, хотела сказать вот все со своим черным юмором, потому что у вас есть метла и шляпа, потому что вы его судьба, ведьма такая. Ладно, читаем. Тут я уже прочла, да, потому что рядом с вами он чувствовал себя вот таким живым, наполненным, выдавали ему вот ощущение того, что вот, ой, я такой, я желанный, я классный, я мужчина, я себя чувствую рядом с ней мужчинами, и она на меня смотрит такими глазами, когда я себя таким ощущаю. Это знание вы какое-то ему дали. Может быть, о самом себе. Может быть, до этого не испытывал таких эмоций. Вот это основное сюда идет. А также, девочки, ну как бы хотела я, не хотела, но вот все равно идет мне ощущение, там карта сила, да, приручаете не просто, повторюсь, там льва, а дракона. И тут госпожа. Это женщина, которая, ну где-то как украла мое сердце, где женщина, которая стала госпожой. Может скрывать, но вот почему-то вот он вас считает такой вот. Женщина, может быть, чему вы ему нравитесь, выделяет его на вас, выделяет вас из толпы от других, всех других, вы отличаетесь, женщин. Тут госпожа и судьба. Вот, моя судьба, вот, как бы я там хотел, не хотел. Вот это женщина, которая наши судьбы переплетены, вот, и ну, как будто бы где-то как даже ощущение, что можно говорить все что угодно, но это как прошито, да, как говорят. Твой человек по судьбе, все. Опять-таки, нравитесь. Тут интересно. Почему-то мне вышла карта башня. Это отношения трудно реализуемые, невозможные, осуждаемые социумом, может быть, не свободные. Но тут с таким подтекстом, почему нравитесь. Ой, тут страшно дальше карты. Башня, черная кошка, проклятие, змея, черствое сердце. Вот эти все карты говорят о том, что у него в голове сколько уже всего бедняги перемешалось. Может, объективно отношения, порицаемые социумом. И он говорит, страшно, может быть, даже думает, если я с этой женщиной буду, я прекрасно понимаю, что с каким там я столкнусь трудностями, препятствиями, осуждением у кого-то, если не свободны. Вот кто-то и проклятие может как в спину слать. Может быть, если детки есть, там опять-таки проклятие от ваших, там, если у вас там есть вторая половинка, у него то же самое. Как будто очень много по черной кошке вопросов к вам, может быть, к формату отношений, куда, к чему это все может привести. Но вот тут даже такой подтекст по этой, вот они невозможны, но вот даже потому что невозможно, где-то есть такое ощущение, что а я хочу с ней быть. Вот, может быть, даже если возможно было, может быть, ему было бы не совсем бы так интересно, извините. Ну, я по-другому не могу это прочитать. Вот как запретный плод сладок. Вот тут тоже такое может проиграться. Госпожа и вот эта карта башня. Что мозгами уже человек понимает, что столько всяких нюансов, столько, держаться мне надо от нее подальше. Но карта змея — это искушение, и это невозможно. И тут как по краю, не знаю, бездны какой-то ходишь. И стараешься, вот карта черствость, стараешься свое сердце. Он там его, как вот, смотрите, хрустальное пытается заморозить. И тут, сколько бы он ни показывал, что я ничего не испытываю, мое сердце закрыто. У меня вообще тут сердца нет, тут какой-то булыжник, вот смотри внимательно. А вы так искоса, смотрите, поглядываете и говорите, ты мне что хочешь, можешь показывать, что ты мне можешь не показывать. Своим хрустальным тут сердцем перед моим носом не води, своим тут этим каменным сердцем не води. Я прекрасно понимаю, я осознаю, что вот судьба, вот повязаны мы с тобой, будет что-то, не будет в нашей жизни, но тут какое-то, знаете, как глубинное ощущение того, что я даже не могу сказать, что это любовь, не любовь. Это настолько как-то какая-то вот... Ну, тут, скорее всего, как кармические партнеры. Вот правда. Люди, которые пришли в жизнь друг друга для того, чтобы изменить видение жизни друг друга. Может быть, вы не будете никогда вместе, но этот человек вас разбуди ночью, вы сразу поймете, о ком речь. И у него то же самое. Судьба.
Ну, тут как-то так, очень серьезно. Ну и что я вам скажу напоследок, тут опять мне метла вышла. Вообще это сплетни, сплетни какие-то, пересуды где-то. Тут тоже такое, не зря вот тут метла, это колпачок этой ведьмы. Где-то он тоже вас видит такой женщиной, которая непрочитанная книга, непонятная. Ему интересно эти опять-таки сплетни какие-то, может, о вас периодически ему кто-то что-то рассказывает, и он тоже не может понять, да что ж какая-то она, что там у нее в жизни происходит, тоже неясно, тянет. Загадка. Загадка, не может до конца вас классифицировать, к какому отряду, семейству вас определить. Ладно, я шучу. То есть в архетип, может, жены, в архетип любовницы тоже не укладывайтесь не в полной мере. Подруга, коллега по работе, потом кто вы там можете еще быть? Ну вот как будто бы, а у него тут прям как архетип этой, ну понятно, где-то жрицы, архетип верховной жрицы, я имею в виду. Да, ну ведьма ведающая, тут что-то такое, как будто бы намешано. Четко он не понимает, четко он понимает, что его тянет, он старается отморозиться, заморозиться. Более того, показывает, у меня тут не просто хрустальное сердце, я его не просто заморозил, я уже его сделал каменным. Ой, ладно, девочки. Вот вы этому человеку нравитесь. Почему тоже? Объяснила. Очень много даже для него непонятного. Тут запретный плод сладок, тут тяга, сексуальная тяга, тут восхищение, тут на самом деле нежелание от вас отказываться, нежелание забывать. Хотя тут же и говорит, ничего не испытываю, не хочу. И тут же сам себе противоречит, она моя судьба, она госпожа. Она где-то покорила меня, хоть и невозможно ничего, а все равно думаю. Ну, такое. Вот сегодня мне такой расклад вышел, девочки. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.